Когда войска Александра Македонского приближались к Иерусалиму, первосвященник Шимон ат-Цадик вышел навстречу завоевателю во главе делегации старейшин. В Талмуде рассказывается, как, пораженный величественным обликом первосвященника, Александр спустился с колесницы и склонился перед ним до земли. Позже Александр объяснил своим полководцам, что ангел, который открывался ему в ночных видениях и даровал победы в войнах, выглядел точно как этот человек. Штурм Иерусалима был отменен. Шимон ат-Цадик был последним из мужей Великого Собрания, состоявшего из 120 человек. Кнесет Агдола управлял народом со времен возвращения из Вавилонского плена. Мужи Великого Собрания приходят на смену последним пророкам. В их время записывают книги 12 малых пророков, устанавливают праздник Пурим, делят Тору на недельные главы, вводят ежедневные молитвы. После Шимона ат-Цадика, который был первосвященником на протяжении 40 лет, не было больше на этой высокой должности человека такого уровня. Известно, что в год своей смерти, в Йом-Кипур, зайдя в святая святых, Шимон увидел некий образ, одетый в черное, и он мгновенно понял, что это значит, и стал готовиться к смерти. Дело в том, что все годы до этого в святая святых он видел белый образ. И через неделю после этого видения, в день Кавтет Бетишрей, умирает Шимон ат-Цадик, последний из мужей Великого Собрания и первый глава Синедриона. В наши дни, в день его смерти и в праздник Lag-Баумер, происходит массовое паломничество на могилу этого выдающегося человека. Упоминания о могиле Шимона ат-Цадика встречаются в записях путешественников уже 750 лет назад. Можно предположить, что традиция приходить на его могилу не прекращалась все 2000 лет рассеяния. В средние века здешние места назывались по имени этой главной могилы Шимон ат-Цадик. Однако сегодня район вокруг могилы, как правило, называют Шейх-Джарах. Кто же такой Шейх-Джарах, конкурент нашего Шимона за место на карте Иерусалима? Джарах по-арабски «врач». Иерусалимский паша в благодарность за исцеление наградил своего врача подарком – землей, на которой впоследствии этот врач был похоронен. Земельный надел был небольшой, и поначалу только мечеть на месте могилы называлась Шейх-Джарах, но в дальнейшем название распространилось и на все ближайшие районы. До образования государства Израиль здесь существует два еврейских квартала – Шимон ат-Цадик и Нахалат Ицхак, которые как буфер отделяли друг от друга два враждующих арабских клана – Хусейни и Дашашиби. К слову сказать, по-арабски еврейский район назывался Эль-Егудия. Землю для строительства еврейских домов вокруг могилы Шимона совместно покупают ашкеназская и сефардская общины еще в конце XIX века. Бедные молодые семьи жили здесь 3 года. Каждая семья занимала бесплатно одну комнату в длинном доме. Благодаря этому в наши дни есть много потомков тех семей, которые прошли через квартиры в Шимон ат-Цадик. Например, всем известен каньон в Тельпиоте, названный Ахим Исраэль. Так вот, бабушка братьев, хозяев каньона, жила 3 года в Шимон ат-Цадик. Раввин Авадия Йосеф помнит, как в детстве он молился здесь. Центром квартала была синагога. В конце английского мандата власти насильно выселяют евреев из своих домов. Дело в том, что от Шхемских ворот до района Атарот, где был английский аэропорт, проходила важная трасса, обеспечивающая англичанам безопасное отступление из города. Близкое соседство евреев и арабов – это потенциальный конфликт, и во избежание беспорядков евреев депортируют. Происходит это весной 1948 года, а через месяц в Песах, за месяц до провозглашения независимости Израиля, здесь, на главной трассе,
ведущий в больницу на горе Скопус, происходит самый страшный теракт за всю историю Израиля. Погибают 78 человек. Удивительно, но вплоть до Песаха 1948 года больница продолжала работать, несмотря на войну, бушевавшую вокруг. Колонна из 2 бронированных автобусов и 2 амбулансов следовала в больницу Адасса, везя врачей, медсестер, больных и раненых. На месте нынешнего памятника погибшим начинается обстрел. Стреляли со всех сторон. Первый амбуланс и автобус были полностью уничтожены. Бригады Пальмаха, прибывшие на помощь, не смогли попасть к месту событий из-за англичан, которые оцепили этот район и никого не пропускали. В итоге евреи даже не смогли похоронить своих убитых, потому что, когда наконец их пустили к месту теракта, трупов не было. Один старый араб несколько лет назад рассказал, что всех убитых евреев побросали в яму у Львиных ворот на арабском кладбище. Верховный суд Израиля в ответ на иски родных с просьбой найти эту братскую могилу издал постановление, запрещающее какое-либо действие на территории арабского кладбища, опасаясь взорвать и без того шаткое равновесие в городе. Вплоть до 1967 года еврейский квартал Шимон-ат-Цадик называется Шейх-Джарах и заселен только арабами. Возвращение евреев в свои дома началось совсем недавно. Группа еврейской молодежи приходит на экскурсию в квартал Шимон-ат-Цадик и видят, что арабский дом решил расширить свою территорию за счет старой синагоги. Об этом сообщают раввину Бенни Алону, который поспешил сюда с правыми активистами. Арабские соседи встретили их градом камней. Фейсал Хусейни решил использовать назревающий скандал для пропалестинской пропаганды и прибыл в горячую точку в сопровождении иностранной прессы. Сын рава Овадии Йосефа, рав Яков Йосеф, указал на Маген-Давид, высеченный на камне над входом. «Разве у вас принято высекать на домах Маген-Давида?» — резко бросил он Фейсалу Хусейни. Тот ошеломленно застыл и ничего не ответил. Так с конца 90-х годов XX века начинают возвращаться в свои дома евреи. Вслед за синагогой были выкуплены и дома в этом квартале. С тех пор анархисты и прочие ненавистники Израиля устраивают тут беспорядки, правда, заметно поутихшие в последнее время. Цель беспорядков – вселить в евреев чувство отчаяния, чтобы они опасались селиться тут и даже опасались посещать это место. В сторону молящихся на могиле праведника много раз бросали камни. Любой, кому важна и дорога целостность Иерусалима, приглашается прийти на могилу Шимона ат-Цадика, продемонстрировать солидарность с живущими здесь и доказать всему миру, что Иерусалим навсегда останется единой и неделимой столицей Израиля.